Рада вас приветствовать на своем канале о вязании крючком. Меня зовут Виктория. В данном видео хочу ответить на самые часто задаваемые вопросы о джуте, которые встречаются в комментариях под каждым видео. Это вопросы следующего характера. Какой джутовый шпагат подходит для вязания? Какую лучше выбрать торговую марку? Где можно купить джут? Можно ли стирать изделия из джута? А также как избавиться от ворса и запаха. Обо всем расскажу по порядку. Существует ряд критериев, по которым можно оценить качество шпагата. Первое – это намотка нити. Независимо, это маленький моток или большая бобина. Намотка должна быть аккуратная, фабричная. Второе – это равномерность нити по цвету и по толщине. Оттенок шпагата должен быть везде одинаковым, скрутка нити однородной. Третий показатель – отсутствие крупного мусора. Мелкие вкрапления допустимы, так как это природный материал, и они легко устранимы в процессе вязания. Четвертый показатель – это ворс и запах. Даже у полированного шпагата присутствует легкая ворсистость, но в любом случае она не должна быть в избытке. Лохматый шпагат для вязания не подходит. Джутовый шпагат обладает специфическим запахом, но при всем при этом он не должен быть едким и ярко выраженным. Обращая внимание на все эти критерии, вы сможете выбрать качественный шпагат, подходящий для вязания. Переходим ко второму вопросу. Где можно купить джутовый шпагат? Сейчас очень много предложений от интернет-магазинов, но совершая онлайн-заказы, очень сложно оценить качество шпагата. Поэтому либо нужно покупать у проверенных поставщиков, либо брать пробную партию, оценивать качество, а затем делать заказ в больших объемах. Лично мое мнение, я предпочитаю офлайн покупки. Так можно воочию убедиться в качестве материала. Джут продается в строительных супермаркетах, на оптовых базах хоз и канцтоваров. Встречается также сейчас и в магазинах для творчества и рукоделия, но, как правило, там цена на него значительно выше. Следующий вопрос относительно торговой марки. Скажу честно, вязала из шпагата различных производителей, тот, который был на данный момент в продаже. Конечно же, при покупке опиралась на те критерии, о которых говорила ранее. Например, на данном видео джутовый шпагат, купленный в канцелярском магазине. Он шел просто в полиэтиленовой упаковке, без каких-либо бирок и ярлыков, поэтому даже торговую марку подсказать вам не могу. Увидела его случайным образом, качество меня очень порадовало, поэтому купила, не раздумывая. Кстати, уже придя домой, поняла, что он не двухниточный, из которого обычно я вяжу, а трехниточный. Ранее вязала из двухниточного джутового шпагата фирмы Don Plastic. Качество его меня тоже в принципе устраивало. Еще один немаловажный фактор, на который следует обращать внимание, это плотность шпагата. Она измеряется в тексах. Что же такое плотность? Это вес шпагата длиною 1 км в граммах. То есть, если на упаковке указана плотность шпагата, например, 1100 текс, это значит, что в шпагате длиною в 1 километр будет вес 1100 граммов. Бывает и такое, что плотность указана не одной цифрой, а через дробь, например, 2 дробь 560 или 3 дробь 560. В данном случае первая цифра показывает количество нитей в скрутке, вторая – плотность каждой нити. Например, 2 дробь 560 означает, что это двухниточный шпагат, плотность каждой нити 560 текс, а общая плотность шпагата 1120 текс. Плотность напрямую связана с толщиной нити. Чем больше плотность, тем толще нить. Для вязания обычно использую двухниточный джутовый шпагат. Толщина нити 1,8-2 мм, плотность 1100-1200 текс. Из такого шпагата сумки и корзины обычно вязала нитью в 2 сложения. Это можно сделать, либо достав вторую нить изнутри бобины, если нет бумажной втулки внутри, либо вязать из 2 разных бобин или мотков. Как уже говорила ранее, в данном видео шпагат трехниточный. Из него вязала сумку одинарной нитью.
При вязании многое зависит от выбранного вами узора и модели сумки. Всегда желательно связать экспериментальный образец и оценить результат. Следующий вопрос: можно ли стирать изделия из джута? Если вы хотите, чтобы ваша сумочка прослужила вам долго и при этом сохранила свою форму, стирать ее не стоит. После намокания джут становится грубым, долго сохнет, и после высыхания изделие становится значительно мягче. Но все зависит от вкусов и предпочтений. Если вы любите бесформенные сумки по типу мешков, авосик, тогда стирка им не страшна. Для сумок, которым противопоказана стирка, рекомендуется сухая чистка с помощью пылесоса либо щетки, а также возможно локальное устранение загрязнений с помощью мыльного раствора и губки. Вязаные салфетки и коврики из джута стирать можно, но нужно помнить о том, что джут после стирки дает небольшую усадку. Следующий вопрос будет о ворсе и как от него избавиться. Как уже говорила ранее, нужно выбирать качественный джут. У такого ворс присутствует, но в разумных количествах. Часть ворса уже осыпается во время вязания, поэтому в процессе нужно использовать подложку по типу фартука. Остальная часть самоустраняется во время эксплуатации сумки. Для сравнения на видео покажу вам две сумочки. Ссылку на мастер-классы по вязанию данных моделей оставлю в описании под видео. Это сумка Тоут или мини-шопер. Связана она совсем недавно из джута, который показывала в данном видео. И в ней еще присутствует ворс в незначительном количестве. Вторая – это сумка Торба. Связана она была полгода назад, и я ее активно использовала. На ней ворса не осталось совсем. Таким образом, в процессе носки полировка изделия происходит естественным способом. Главное при этом первое время не носить сумки с черной одеждой. А еще плюс ко всему со временем появляется ряд преимуществ у сумок, связанных из джутового шпагата. Они не затираются, не кошлатятся, не покрываются катышками, а джут наоборот приобретает еще более благородный внешний вид и становится даже чем-то похожим на крученную рафию. А еще плюс ко всему меняется оттенок шпагата. Из слегка сероватого он становится более теплым. Это даже визуально видно на видео. Но есть один способ быстрого устранения ворса. Джут обжигают огнем. Скажу честно, я не сторонник таких радикальных методов, но каждый эксперимент имеет право на существование. На просторах интернета мне довелось увидеть два видео. В одном процесс обжигания проходит более профессионально, с предварительной подготовкой. Выполняется с помощью газовой горелки с регулируемым пламенем. При этом мастер рассказывает, как нужно аккуратно и поверхностно воздействовать, чтобы не задеть само изделие. При этом процесс обжигания ворса происходит равномерно. Второе видео было с применением обычной зажигалки. Контролировать процесс очень сложно, все происходит за считанные секунды, и даже в коротком видео заметно, как происходит неравномерно обгорание ворса, и на изделии появляются пятна. Также в комментариях под видео писали, что после такого процесса у джута появляется запах гари. Поэтому прежде чем решиться, лучше взвесить все за и против. И даже если проводить такие эксперименты, то на тех изделиях, которые вам не будет жаль. И последний вопрос, который очень многих волнует: как же избавиться от запаха у джута? И снова возвращаемся к рекомендациям, которые я давала в начале видео. И в первую очередь выбираем качественный джут. Но если уж такое случилось и запах присутствует, рекомендую оставить его на свежем воздухе, без попадания прямых солнечных лучей. Также можно поступить и с вязаным изделием. Одна из моих подписчиц мне подсказала еще один способ. Она использует ополаскиватель для белья, но не по прямому его назначению, а разводит в воде и обрабатывает изделие с помощью пульверизатора. Можно сделать обработку как снутри, так и снаружи и оставить на свежем воздухе для высыхания. Единственное, не переусердствуйте с влагой, чтобы изделие не потеряло свою форму.
Я ополаскивателем не пользуюсь, поэтому нашла для себя альтернативу. Это несмываемый спрей для волос. Он обладает легким и ненавязчивым ароматом и плюс ко всему еще и с антистатическим эффектом. Пожалуйста, не путайте с лаком для фиксации. Это спрей иного назначения, он предназначен для защиты волос и придания им лучшего вида. Также обрабатывала сумку с наружной и с внутренней стороны и оставляла на свежем воздухе. Результатом я осталась довольна, но скажу так, запах у джута изначально у меня не был слишком интенсивным. В данном видео постаралась ответить на все вопросы, которые встречались мне ранее, а также поделиться теми знаниями, которые приобрела в процессе работы с этим не совсем простым материалом. Если видео было для вас полезным, очень надеюсь на вашу обратную связь. Если вдруг остались еще вопросы, обязательно задавайте, постараюсь ответить. Ссылки на все мои соцсети ищите в описании под видео. Всем спасибо за внимание и до новых творческих встреч!